поговорить на тему «Эпоха Якова» или «Яковианская эпоха». Эпоха Якова, Яковианская эпоха представляет собой обозначение периода в английской и шотландской истории. Данный период совпадает с периодом правления Якова VI шотландского или Якова I английского. Эпоха Якова, Яковианская эпоха, сменила Елизаветинскую эпоху. Реальное неформальное объединение Англии и Шотландии под властью одного правителя стало важным событием для обеих наций и определило их существование по сей день. Другим событием, имеющим решающее значение, стало создание первой британской колонии на североамериканском континенте – Джеймстауне, современный штат Вирджиния, в 1607 году, а затем создание колонии в Ньюфаундленде в 1610 году и основание Плимутской колонии в современном Массачусетсе в 1620 году, которые заложили основу для будущих британских колоний в Северной Америке и создания впоследствии государств США и Канады. Знаменательное событие во время правления Якова произошло 5 ноября 1605 года. Группа английских католиков, включая Гая Фокса, пыталась убить короля и уничтожить парламент. Это событие именуется пороховой заговор. Про пороховой заговор есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Заговор был раскрыт и предотвращен, заговорщики были казнены, повешены и четвертованы. Политические события и развитие яковианской эпохи нельзя рассматривать отдельно от экономической и финансовой ситуации. У Якова были большие долги в Шотландии, а после 1603 года он унаследовал английский долг в размере 350 тысяч фунтов стерлингов от Елизаветы. К 1608 году английский долг вырос до 1 400 000 фунтов стерлингов и ежегодно увеличивался на 140 000 фунтов стерлингов. Посредством экстренной программы продажи королевских владений Роберт Сесил сократил долг до 300 000 фунтов стерлингов, а годовой дефицит до 46 000 фунтов стерлингов к 1610 году, но не смог найти метод облегчения выплат. Результатом стала серия напряженных и часто неудачных переговоров с парламентом о финансовой поддержке. Ситуация ухудшилась за время правления Якова, его сына и наследника Карла I до английской гражданской войны. Эпоха Якова закончилась тяжелой экономической депрессией в 1620-26 годах, осложненной серьезной вспышкой бубонной чумы в Лондоне в 1625 году. Король Яков I был привержен делу мира. Он называл себя Рекс Пацификус, король-миротворец. Европа была глубоко поляризована и находилась на грани разрушительной 30-летней войны, длившейся с 1618 по 1648 годы. Как пишет Кристофер Дэниел, в отношениях с Европой Яков стремился к миру. В 1604 году он положил конец 15-летней войне с Испанией и попытался примирить католиков с протестантами. В феврале 1613 года он выдал свою дочь принцессу Елизавету за пфальцского курфюрста Фридриха V, а сам присоединился к протестантской унии европейских государей. При этом мир для Якова I был предпочтительнее религиозной войны, поэтому в 1618 году он в угоду испанцам казнил ветерана Капера Елизаветинской эпохи сэра Уолтера Релли. По поводу дочери Якова, принцессы Елизаветы и пфальцского курфюрста Фридриха V, союз пары имел важные политические и военные последствия. По всей Европе немецкие князья объединились в союз немецких протестантских князей. Король Яков рассчитал, что брак его дочери даст ему дипломатическое влияние среди протестантов. Таким образом, он будет в обоих лагерях и будет способствовать мирному урегулированию. В своей наивности он не осознавал, что обе стороны использовали его как инструмент для достижения своей цели – уничтожения другой стороны.
Как пишет Кристофер Дэниел, несмотря на все стремления Якова к миру в Европе, Англия в конце концов оказалась втянутой в военный конфликт. В 1618 году зять короля пфальцский курфюрст Фридрих V принял корону Богемии, но к 1620 году по вине испанцев лишился обоих владений. Ему пришлось вместе с женой Елизаветой, дочерью Якова, отправиться в изгнание. Английский король оказался перед дилеммой. С одной стороны, он понимал, что вернуть владение зятю можно лишь вооруженным путем. С другой, он лелеял планы укрепления связи с Испанией через предполагаемый брак своего сына принца Карла с испанской инфантой. Пока Яков колебался, Карл и герцог Бекингем решили ускорить события. Ни с кем не посоветовавшись, они инкогнито явились к испанскому двору. Там были шокированы подобным поведением англичан и фактически им отказали. Оскорбленные Карл и Бекингем вернулись домой, затаив обиду. По возвращении они стали уговаривать короля изменить внешнюю политику. В феврале 1624 года был созван парламент по просьбе герцога Бекингема. Его члены проголосовали за войну с Испанией. Собрали 300 тысяч фунтов и отправили войско под предводительством наемника по имени Мэнсфилд отбивать Пфальц у Испании. Экспедиция оказалась неудачной. Переплыв английский канал, армия действовала неуверенно, и деньги Якова фактически пропали даром. Следует отметить, что официальное объявление войны Испании произошло уже после смерти Якова. Карл женился на французской принцессе Генриетте Марии. Внешняя политика Англии сделала новый вираж. Англичане помогли католической Франции осадить крепость Ла-Рошель, оплот протестантов-гугенотов. Фрэнсис Бэкон, можете обратить внимание, про Бэкона есть видео на канале, я оставлю ссылку, оказал сильное влияние на эволюцию современной науки. Бэкон был мощным и убедительным защитником объективного исследования мира, природы, вместо средневекового схоластического авторитаризма, который все еще влиял на культуру британского общества. На практическом, а не на общем уровне большая работа была проделана в областях навигации, картографии и геодезии.